Добрый день, дорогие друзья, я Стройкин Константин, тату-артист, живу в городе Москва, и сегодня мы проводим тест-драйв новой машинки от Влада Avenger. Это новый бокоход, и сегодня будем проверять его работоспособность, отвечать на основные вопросы. Вчера я впервые получил ее в руки, не читал ни аннотаций, ни характеристик, ничего, поэтому ничего об этой тачке абсолютно не знаю. Пока что мне нравится только дизайн, потому что это вообще космические технологии. Странна тачка тем, что заводится она начиная с 2 вольт, очень тихо работает. В общем, надо проверять в работе, короче. Когда ты работаешь в тройках, особенно с реалистичными работами, тебе необходимо, чтобы игла была очень острой. Но при острой работе очень сильно мешает в других конфигурациях машинок. Это, например, поворотником, то у иглы есть определенная проблема. То есть у поворотника есть определенный люфт. Она хорошо бьет, она передает энергию без потерь, но у нее есть люфт при вращении. В этой конфигурации решена эта проблема, потому что поворот превращается в поступательное движение, в котором фактически нет люфта на игле здесь. То есть это позволяет вам выполнять абсолютно ювелирные работы при малых вольтажах, и при больших вольтажах вам позволяет это делать очень точные работы. Мне кажется, здесь будет очень точный контур, но посмотрим в будущем. Работаю в основном в точках и работаю с очень острыми иглами, поэтому это необходимо для данной работы. Сейчас я работаю в данный момент на вольтаже 2,8. Это очень низкий вольтаж относительно других машинок, но даже на этом вольтаже она оставляет очень заметную стабильную точку, что очень странно, потому что скоростью вольтажа вы обычно регулируете саму картинку точки, как она будет располагаться, насколько стабильно она будет находиться на коже. Но за счет того, что машинки при слабом вольтаже обычно очень слабо забивают, из этого возникают большие проблемы, потому что вам необходима большая мощность при очень слабом обороте машин. Но в данном варианте решена эта задача, то есть при вольтаже 2,8 я могу спокойно расставлять точки, и они очень стабильно держатся. Если честно скажу, наверное, после этого видео я все-таки буду пользоваться именно этой машинкой. По крайней мере, для реалистичных работ точно. Сейчас я использую слабый Grey Wash Light, который в обычном варианте намывается по 3-4 раза. Здесь мы смотрим, что даже при лайте все остается очень стабильно. То есть нам не нужно по 400 раз намывать. Это очень важно, когда ты работаешь с острой иглой, потому что острая игла очень сильно травмирует кожу. Но когда машинка имеет возможность работать на слабых вольтажах, то мы получаем при том же самом закрасе гораздо меньшую травматичность. Блять, просто идеально ювелирно. Бонусская точка. Больше всего порадовала эргономика тачки, потому что она очень удобно лежит в руке. Конечно же, у нее есть вибрация, как и во всех машинках. Это было бы пиздежом сказать, что вибрации вообще нет. Но вибрация таковая, что она ходит снизу вверх. То есть машинку не болтает во время работы слева направо, и за счет этого она не дает люфт. Она очень точная благодаря тому, что вибрация идет снизу вверх и сверху вниз. Это в миллион раз удобнее, чем, например, работать слайдером или какими-нибудь другими аналогами. То есть за счет этого машина позволяет вам делать очень точные работы. Расскажу немножко про удар этой машинки, он довольно-таки уникальный, потому что есть два способа получения необходимой конфигурации точки. Это скорость машинки и это скорость того, как ты манипулируешь рукой. Здесь, что необычно, можно оперировать сразу двумя вещами, потому что машинка достаточно мощная для того, чтобы работать на очень слабых вольтажах и получать именно тот рисунок точки, который необходим.
И также можно, соответственно, оперировать манипуляцией. То есть во многих машинках ты выставляешь нужный тебе вольтаж, например, 6 или 5 вольт, на которых ты работаешь, но у нее обычно очень низкие возможности рисунка за счет того, что если ты будешь либо быстрее вести рукой, либо медленней, то сама точка не будет похожа на точку. То есть при, например, некоторых аналогах при работе 6,5 вольт ты не можешь ничего изменить. Ты не можешь взять просто кинуть на 2 вольта машинку и начать ей работать так же для того, чтобы, например, получить гораздо более редкие точки, но с такой же прорисовкой. Так как просто в машинке не хватает мощности для того, чтобы оставить необходимую стабильную точку. Здесь это возможно вполне, то есть мы можем ее разогнать до 6, до 7 вольт и водить рукой для того, чтобы получить немножко другой рисунок. За счет скорости манипуляции, за счет скорости самой машинки мы можем получать, как ни странно, разный рисунок точки. Здесь это вполне возможно, мы можем, вот именно для точек это, реально незаменимая машина, потому что я могу на очень-очень слабых вольтажах прорисовывать очень четкие линии, ставить очень четкую плотную точку, которая, как ни странно, работает на лайтовых грейвошах. Это, кстати, очень важно, потому что я думаю, что я проверяю тачку за счет того, как она именно ложит лайт. Потому что большое количество воды, зачастую в краске, оно приводит к тому, что точка не прорисовывается, ставится через раз или еще что-то. Для этого необходим сильный хлесткий удар. То есть в этой машинке действительно имеется такой хлесткий удар, в котором, например, нету слайдера за счет лишнего трения или нету каких-нибудь пеновских конфигураций. Мне очень нравится. Причем машинка работает довольно-таки бесшумно. Очень приятное жужжание. Такое сексуальное, я бы сказал. В этой работе мы использовали в основном две конфигурации игл. Это 3RL Big Wasp и 5 Vlad Vlad заебись. Машинка, в принципе, универсальная, то есть она подходит для любого контура. Но поскольку моя стилистика немножко отличается от, например, Old School или других работ, в которых используются большие жесткие контуры, я не могу ничего рассказать про такие конфигурации, как 14RL и все остальное. То есть в основном я работал 3RL и 5RL. В принципе, машина универсальная, и с помощью наваливания элементарного вольтажа она спокойно превращается из теневика в очень хороший лайнер. Очень шустро, красиво красит линии. Это очень простая, интуитивно понятная тачка. То есть я сегодня взял ее в первый раз и набил татуировку, абсолютно не столкнулся ни с какими проблемами. То есть она простая, понятная для каждого человека. Для кого она пойдет? Я думаю, она пойдет для тех людей, которые очень давно работают на индукции и хотят перейти на роторы. Людям, которые работают на роторах, но им не хватает какие-то определенные качества индукции. Я думаю, подойдет людям, которые занимаются олдскулом, ньюскулом, то есть людям, которые работают с жирными контурами, которые занимаются серьезным покрасом, также людям дотворки, которые работают в точках, и всем остальным. В принципе, потому что это универсальная хорошая машинка. Мир, труд, Avenger, Майк, карантин. Дерзайте, работайте, покупайте новые тачки. Всем мир, Владу привет.